Мы с вами думаем, что выступления на концертах, интервью всегда проходят идеально, так как мы привыкли видеть их по телевизору. Но представьте себе, как сложно организовать такое мероприятие, сколько мелочей нужно продумать. Свет, видеоряд, танцы и выступление самого артиста. Поэтому и казусы на сцене имеют место быть время от времени. И сегодня мы с вами поговорим о самых ярких и непредсказуемых моментах, которые произошли со звездами во время их выступления. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о казусах, которые происходят на выступлениях артистов. И начнем мы с вами с Веры Брежневой. Кто бы мог подумать, но Вера Брежнева дает пощупать своим поклонникам свою грудь. Давайте посмотрим. Может быть, потрогать, да? Вот, давайте, смотрите, я хочу, чтобы вы просто потрогали. Все говорят, что они у меня не настоящие. Нормально? Не прощупали. Имплантов, спасибо большое. Могу губы дать потрогать. Волосы, смотрите. Вся настоящая. Вот так повезло, скажут многие мужчины. На самом деле, когда я это увидела, я была немножечко поражена. Зачем она дала потрогать свою грудь? Ну, конечно, да, многие говорят, что у нее что-то не настоящее, но не знаю, конечно, это ее решение. На самом деле, мне кажется, как она сказала в видео, что хотите, я вам дам потрогать губы или волосы. Можно сначала дать было потрогать, наверное, волосы и губы, и уже в самом конце, может быть, дать потрогать грудь. Но Вера Брежнева так не считает. Я думаю, ее поклонники были очень удивлены, а мужчины очень обрадованы этим. А на Ани Лорак вы не представляете, во время интервью напал фанат. Давайте это посмотрим. Ой, фанаты прибежали. Здравствуйте. Охрана, куда смотрит охрана? Ну что это за безобразие? Вот. Кто это? Что так, это? все, убираем фанатов, убираем фанатов. Вот. Они, так, все. Смотрите, Ани Лорак поняла, что что-то происходит не так, сразу же позвали охрану и правильно сделали, потому что неизвестно, с какими намерениями подошел человек. Обняла его, а потом говорит: вы кто? И его выхватывают и хотят убрать со сцены, да, где они дают интервью, она кидает в него тортом. И на самом деле, мне кажется, вот такие выходки фанатов довольно опасны, потому что кто знает, что он мог ей сделать, он мог ее ударить, мог ее чем-то проткнуть. Поэтому, мне кажется, охрана должна сразу и вовремя на такие действия реагировать. А вот Лолите нападение фанатки совершенно не страшно. Посмотрите, что сделала женщина, когда она вышла к ней на сцену. Давайте посмотрим. Меня всегда удивляет, как фанаты пробираются на сцену, потому что всегда есть охранники, которые не пропускают. Но, видимо, они засмотрелись на то, как Лолита поет, и пропустили ее фанатку. Но, как мне кажется, Лолита не из тех женщин, которые будут чего-то пугаться. Она сильная и самодостаточная, и всегда способна справиться со всем, даже со своими фанатами. Но самое интересное, что в начале своего выступления она сказала следующую фразу. Здесь практически даже нет милиции. Нету, да? Вас никто ни от кого не охраняет, потому что все трезвые, правильно? Вы представляете, сама предугадала, что произойдет. А вот как Стас Костюшкин не рассчитал свои возможности, наверное, уже видели все. На своем выступлении он решил выйти в зал. И не просто выйти к зрителю, а спеть прямо практически перед Аллой Пугачевой. Он решил встать на кресло, но что-то пошло не так. И он свалился с этого кресла, но потом все-таки продолжил петь и продолжил свой горячий танец. Ну, на самом деле, вы посмотрите на реакцию Аллы Пугачевой. Она сидит, думает: боже, зачем ты ко мне вообще подошел? И я с ней согласна. Представляете, перед вами бы так упали, еще такие откровенные танцы танцевали.
Даже у Басты на концертах происходят интересные моменты. Во время одного из своих выступлений один недовольный фанат из толпы стал выкрикивать то, что ему не нравится, что Баста постоянно поет песни о любви. И Баста, вместо того, чтобы как-то увести этого фаната из зала, начинает с ним вести диалог прямо со сцены. Смотри, я тебе говорю, ты видишь, да, я прическу, видишь у меня? Вот у тебя нет волос, тебе легче живется, старик. Я тебе просто своей прической показал. Я думал, ты просто в курсе немного, ты угадываешь, что-то сканируешь, понимаешь, считываешь. Своей прической пока, как я готовился, старик. Я все песенки по порядочку выставлял, каждую одну за другой, одну плейлист делал. Потом сделал прическу, думаю, выйду для Владика. Все готово, каждый шаг рассчитал. Я тебе просто объясняю, что такое уважение, когда я в гости приезжаю, как ты встречаешь по-братски, да? Все, 4 песни, помолчишь, хорошо? Хорошо, договорились? Только пой во время треков, да? Сейчас будет, старик, ты просил, чтобы больше песен про любовь не было, специально для тебя песня «Вселенная», друг. Ну, Баста на самом деле молодец, даже пошутить успел, и выступить, и спеть, и фанатов всех порадовать, еще и пошутить. Но не всегда все связано с фанатами. Иногда артистов на концерте подводит и техника. Так произошло с Филиппом Киркоровым во время его выступления. Жизнь моя, сертаки. Представляете, насколько это неожиданно и как сильно у него звенело в ушах. Обычно у артистов на большой сцене всегда в ушах наушники. Это мониторы, в которых он слышит и свой голос, и музыку. И вы представляете, если произошел такой сбой, как у него громко все это кричит в наушниках. Но Филипп Киркоров, как настоящий король нашей эстрады, не растерялся, а сказал, что выступит еще раз, и сделал это просто блестяще. И еще даже спел акапелла, чем вызвал восторг всех зрителей. И по моему мнению, мне кажется, вот именно такая реакция артиста на такие казусы и характеризует его как профессионала. Посмотрите, Филипп Киркоров нисколечки не растерялся, как будто все так и должно было быть, и продолжил петь уже без музыкального сопровождения, а зрители его активно поддерживают. А про Григория Лепса я вам хочу показать несколько казусов. Наверняка многие из вас видели, как он выступает на сцене не совсем в трезвом состоянии, но также у него есть и другие казусы. Так, например, на один из его концертов каким-то образом поднялась на сцену женщина из зала и стала танцевать, на что Лепс отреагировал очень грубо и ответил ей следующим образом. Давайте посмотрим. Уйди отсюда. Сейчас сама будешь петь. Мне кажется, Григорий Лепс был просто не в настроении. Хотя на самом деле, посудите сами, у вас идет концерт, все расписано по минутам. И получается, что женщина, которая вышла из зала, срывает номер. Конечно же, он разозлился и так отреагировал. Но иногда в других ситуациях Григорий Лепс реагирует совершенно по-другому. Так, например, на шоу «Голос» Григорий Лепс чуть не упал, когда кресла жюри разворачивались. Давайте посмотрим. Григорий, что это значит? Вот это? Тебя не убили, нормально. Как повернулся, а? Плавно, раз понял. Оба-на. И поперла. На самом деле, этот момент для меня очень смешной. Конечно, плохо смеяться, но Григорий Лепс вообще молодец, как он выкрутился и действительно, как он грациозно
подвернулся, чтобы не упасть. Даже у Димаша происходят непредвиденные ситуации на сцене. Несмотря на то, что перед каждым своим выступлением он проводит саундчек и всегда советует организаторам, как нужно выстроить свет или как нужно правильно встать на сцене, с ним тоже происходят непредвиденные моменты. Так, например, на выступлении «Новая волна», когда Димаш исполнял песню «Адажио», микрофон просто не включился. И вы посмотрите, как прекрасно на это отреагировал Димаш. Как он уверенно себя ведет, как будто бы всего этого просто не произошло, и он продолжает дальше выступать. Это непредвиденное обстоятельство никак не повлияло на его выступление. И в конце он, конечно же, срывает бурные овации. Я вам хочу отметить еще следующий момент. Посмотрите, что о его выступлении сказал Тимур Родригес. Точнее, не о нем, а о его фанатках. Повторю еще раз, видел бы это Николай Басков. Спасибо большое. С вашего разрешения я хотел бы поблагодарить и сказать пару слов. Спасибо вам большое за... Друзья, вы должны знать, что дамы, которые бегут вручать цветы Димашу Кудайбергенову, они издают примерно те же звуки, что он только что на сцене под музыку. Я вам клянусь, я сейчас не преувеличиваю и не шучу. Они все шли с цветами и делали вот это. Только что сейчас связки просто порвал. Димаш, как вы это все унесете, скажите? А кто сказал, что это понесет Димаш? Это понесут его слуги. Но они же принесли эти цветы. Спасибо большое. С вашего позволения, хотел бы поблагодарить вас за то, что дали возможность быть услышанным. И, в частности, хочу поблагодарить великого маэстро за приглашение, Игорь Яковлевич. Спасибо вам за приглашение. Приезжайте в Казахстан, мы вас любим! Спасибо, Димаш. А как Димаш отреагировал? Он отреагировал как абсолютно воспитанный человек. Он просто сделал вид, что этого всего не было. И мне кажется, совершенно неправильно называть фанатов слугами. Что-то Тимур заигрался. На самом деле, техника часто ведет себя непредсказуемо и довольно часто подводит артистов. Так, например, на другом выступлении Димаша ему прямо во время выступления меняют наушники. Тоже интересный момент. Вот представьте, вы сидите, выступаете, и вам нужно поменять наушники. То есть вы понимаете, что ничего не слышно. Он себя не слышит, музыку не слышит. Он вытаскивает один наушник, но продолжает петь и ни разу не показал своего смущения, что что-то идет не так. Он ни разу не ошибился. То есть насколько хорошо он владеет своим голосом и насколько он профессиональный артист, что на такие моменты, которые могут на самом деле просто сорвать все выступление, никак не реагирует, и этому совершенно не мешает выступать. На самом деле, когда происходят какие-то ляпы на сцене или какие-то непредвиденные обстоятельства, большинство людей их просто не видит. Потому что когда, например,
например, снимают телевизионную программу, если что-то вдруг идет не так, то они заново переснимают номер. Так, например, вот как случилось с Филиппом Киркоровым, если вы посмотрите в интернете, то вы этого видео не найдете. То есть там будет красивое, правильное выступление, а этот ляп просто вырезали. Надеюсь, что вам понравилось это видео с такой подборкой, и я надеюсь, что вы поставите лайк, напишите комментарий, а также обязательно подписывайтесь на этот канал.